Во время схода лавины в пещере случился обвал, и заднюю лапу беременной снежной кошки придавило камнем. Большой зверь смотрел на людей с такой болью, прекрасные голубые глаза завораживал. Работа-дом, работа-дом. Ольга, молодая женщина, жила именно по такой схеме. Бизнес-леди и ослепительная блондинка. Сильная и независимая, красивая и уверенная в себе. Она прекрасно знала, как быть лидером. В компании ее уважали и одновременно боялись подчиненные. И все вроде бы хорошо. Только вот личные отношения у нее не складывались. Стоило ей заприметить какого-то мужчину, как тот обращался от ее взгляда в бегство. Злой у нее был взгляд, колючий, не было в нем мягкости, кокетства. И, кажется, Оля понимала все это сама, но не могла вести себя иначе. Равного по силе ей было найти трудно в своем окружении, а стать мягче не давали обстоятельства. Цена ее карьеры – одиночество. Очередной вылет, и, увы, снова по работе. Кажется, Ольга забыла, когда она полноценно отдыхала, не думая о фирме. Горнолыжный курорт, снег, природа. Совмещая приятное с полезным, она отдыхала, а вечером обсуждала детали сделки с деловыми партнерами. Переговоры затягивались и длились уже не пару дней, как планировалось, а полноценную неделю. На горизонте возник ее прямой конкурент, Игорь Иванович. Глава фирмы, который тоже предложил свой контракт данным представителям, отчего и затянулись переговоры. Мужчины просто не могли определиться, чье предложение лучше, Оли или Игоря. Началась настоящая схватка. Днем на снежных вершинах они уже катались все вместе, трое представителей, Ольга Александровна и Игорь Иванович. Сегодня солнце скрылось. Знаете, как это бывает в горах, резко меняется погода, особенно на высоте. Так случилось и в этот раз, поступил сигнал МЧС, и всем сказали срочно покинуть трассу для катания и возвращаться в отель. Оля же под градом нерадостных мыслей безумно устала, ее волновало появление Игоря, что явно мешал ее планам. И она даже не заметила, как на своем сноуборде уехала достаточно далеко с трассы, она это поняла по отсутствию оградительных флажков. Сняв очки, услышала предупреждение по громкоговорителю. Опасность, возможен сход лавин. Всем вернуться на базу отдыха. Спасибо за внимание. Ольга огляделась, понимая, что потерялась. У нее уже началась паника, как вдруг она чуть не столкнулась с Игорем лоб в лоб. Он искал ее, но она решительно не хотела пользоваться его помощью. И уезжала все дальше от него. «Стойте, куда вы?» — крикнул ей Игорь, остановив свой сноуборд. «Там лес. Разве вы не понимаете, что кататься там опасно? Тем более в такое время». Оля остановилась. Она была взрослой женщиной и сообразила, что действительно ведет себя глупо. «Никто не просил вас меня преследовать». Раздраженно крикнула она в ответ, откинув волосы. Ее голос отразился эхом. Мужчина тяжело вздохнул, но все же не решался оставить ее одну. В этот момент они услышали треск, и Игорь понял, что сходит лавина. «Быстрее! Нам надо уезжать!» — крикнул он ей почти в самое ухо. Ольга даже не поняла, в какой момент он оказался рядом. И они рванули вниз по склону. Лавина неслась огромным снежным комом, набирая мощь. Сила природы, губительная красота. Ольга проклинала все на свете: поездку, встречу с Игорем, и то, что она так много еще не успела сделать в этой жизни. Лавина неслась, закрывая местность белыми клубами, она настигала их. Она мчалась, как огромный зверь, скрывая все на своем пути, с громом, с шумом и треском. И казалось, уже скоро настигнет. Оставалось совсем чуть-чуть. На их счастье, Игорь рядом приметил пещеру и скомандовал Ольге ехать за ним. Выбора не было, пришлось послушать и поступить так, как он велел. Они заехали в пещеру с разбега как раз вовремя, через несколько секунд вход засыпало снегом. Мужчина и женщина, только что бывшие на волосок от смерти, тяжело дыша, упали без сил, как только отстегнули снаряжение. Прошло несколько минут, пока они приходили в себя. Оля сняла перчатки, убрав их в карманы зимней куртки. Сноуборды стояли у входа, Игорь ходил, искал связь на телефоне. Есть сигнал, но слабый, возможно, нас не так сильно накрыло снегом, и мы сможем самостоятельно выбраться, оценил он ситуацию. Они уже хотели вручную копать лаз из пещеры, как в недрах ее услышали стоны дикого зверя.
Игорь и Ольга переглянулись и, не сговариваясь, включили фонарики на телефонах. Женщина пошла первой. На своего спутника она мало обращала внимания, хоть он и был рядом, и спас ее от лавины. Вместо благодарности он услышал лишь поток возмущений. «Черт меня дернул поехать на эти переговоры. Да провались оно все, партнеры, горы, терпеть не могу снег», — ворчала она. «Если бы кто-то не был так упрям», — заметил Игорь, и не уехал непонятно куда. «Да я вообще не понимаю, зачем вы появились здесь? Я тоже не упускаю выгодные сделки». «Похоже на рычание большой кошки», — прервала его Ольга, резко сменив тему. Они прошли вглубь пещеры. Раненый зверь оказался снежным барсом, животным редким и опасным. Но Ольга Александровна даже не оробела. Она забеспокоилась, чувствуя нутром, что животному плохо. Во время схода лавины в пещере случился обвал, и заднюю лапу беременной снежной кошки придавило камнем. Большой зверь смотрел на людей с такой болью, прекрасные голубые глаза завораживали. «Надо ей помочь», — обратилась Ольга к спутнику. Игорь приподнял бровь на секунду. «Это просьба или...» Наверное, если бы Ольга оказалась одна в пещере, она бы бросилась отодвигать валун самостоятельно, но сейчас все же почувствовала, что лучше будет попросить об этом Игоря, и посторонилась. Мужчина скинул зимнюю куртку, накрыл ею голову кошки, разгреб камни поменьше и начал отчаянно оттаскивать камень, придавивший лапу. Это был большой и тяжелый обломок скалы. Раненая кошка кричала, и Ольга бросилась к ней, обхватив голову зверя руками. Несчастное животное уткнулось ей в живот, изнывая от боли, и женщина начала ее непроизвольно гладить, успокаивать. Ольга вдруг почувствовала, как внутри нее что-то колыхнулось, словно она всегда хотела быть самой обычной женщиной, мамой, любящей женой. Хотела, но случая примерить эти роли судьба не предоставляла. Игорь прилагал недюжинные усилия, чтобы сдвинуть камень, но казалось, что ему уже не удастся это сделать. Он посмотрел на Ольгу, хотел сказать ей, что это не в его силах, но увидел ее, без страха обнимавшую и утешавшую дикого зверя. Ее красивые, но властные черты вдруг смягчились, лицо было нежным и добрым. Оля подняла на Игоря глаза, и он понял, что она всем сердцем верит в него. И он не смог ее подвести. Из последних сил он навалился всем корпусом на валун, и ему удалось. Большая кошка начала дышать легче, а камень с грохотом откатился в темноту. Видимо, от стресса у кошки начались роды. И женщина, забыв все на свете, сняла свою верхнюю одежду, чтобы животному было хорошо, она соорудила ей подстилку. Начинались потуги, от которых самка начала сильно нервничать. Ольга очень осторожно массировала ей живот, и той становилось легче. Прошло уже довольно много времени, Ольга начала замерзать, и Игорь подсел к ней, чтобы согреть. Ольга воспринимала происходящее так, как будто это рождались ее дети. Кошка кричала и усиленно дышала, но женщина была рядом и успокаивала, гладила, разговаривала. Она стала с кошкой одним целым. Так прошла ночь, а утром на свет появились двое малышей. Они были прекрасны. Ольга осторожно помогала дикому зверю, они смотрели друг другу в глаза, и казалось, что Ирбис и женщина понимали друг друга без словарей. По щекам Оли катились слезы, лицо озаряла радостная улыбка. Она поблагодарила Игоря, который, кажется, был в шоке от того, что впервые увидел Ольгу счастливой. За все годы конкурирования он и не видел в ней никого, кроме соперника, теперь же она открылась ему с другой стороны. Она была прекрасна, когда переживала о раненом звере, была кротка и заботлива, но, несмотря на опасность, не боялась. К утру спасатели запеленговали сигнал сотовых телефонов и нашли парочку, которая укрылась в пещере. Расчистив завал, они увидели накрытую курткой огромную снежную кошку и двоих молодых людей, которые держались за руки и спасались от холода в объятиях друг друга. Этот случай изменил жизнь Ольги. Той ночью в пещере родились не только два маленьких Ирбиса, там родилась она сама новая, другая, мягкая и женственная. Она уступила свою главную роль Игорю и не чувствовала при этом себя плохо. Она знала, что так и должно быть, и была счастлива. Огонек жизни запылал в ее груди, это приятное тепло согревало душу, и теперь она могла согреть своим теплом других.
Дикого зверя и детенышей забрали и выходили ветеринары в заповеднике, и скоро снежная кошка и ее малыши снова оказались на свободе в привычной среде обитания. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания!